Всем привет, с вами канал Madness Crew Game и я, Рик. Сегодня тот день, когда я наконец-то решил снять мод Spotlight серию 12. Ну что ж, я этому очень рад. Мод выбирал сначала сам, потом мне помог Андрей. Ну мы, в общем, выбрали мод, о котором я вам расскажу сегодня. Но перед тем, как начать о нем разговор, я бы хотел сделать две вещи. Первое. Это попросить, чтобы вы подписались на одного из моих друзей. Ник его Хайп, и он снимает видео на YouTube, которые связаны с Modern Warfare 3. Он там финтит, стреляет по людям очень круто. Я не знаю, как это объяснить. Короче, круто. Он в Modern Warfare 3 отстреливает противников, как мушек руками отбивает. Это очень красиво, у него все выглядит, отличный монтаж, но он начал на YouTube совсем недавно, и поэтому подписчики у него не так-то быстро идут, а я ему помочь хочу. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на этого человека, ссылка аннотационная будет дана прямо вот на видео. Вы вот сейчас вот паузу поставьте, тыкните и подпишитесь. Я буду вам очень рад. Я буду очень рад, что вы так сделаете, и не только мне приятно сделаете, но и Хайпу. Ну а второе, это, конечно, напомнить вам о группе ВКонтакте. Мы можем ответить там на ваш любой вопрос, на критику, на предложение. Мы это сделали специально для этого. Там еще у нас Саша помогает, которого вы видели уже на нескольких видео. Ну что ж, я думаю, можно начать. Сегодня разговор пойдет о моде, который добавляет в игру очень много разных животных. Что, в общем-то, делает мир Майнкрафта очень разнообразным и интересным. Поэтому приятного вам просмотра. Мод называется Mo Creatures. Итак, вот, это база с животными, о которых я сегодня вам буду рассказывать в моде Mo Creatures. Ну что ж, я не буду рассказывать вам о всех видах животных. Я не буду рассказывать, где они спаунятся, потому что тогда играть будет совсем неинтересно. Крафтов тут добавлено очень-очень мало. Только то, что самое нужное. И поэтому я, наверное, сегодня об этом, о крафтах в первый раз в своей жизни не расскажу. Я думаю, что сайт, который я вам дам под видео, вам поможет с крафтами. Я сейчас заострю внимание именно на животных, которые существуют в этой игре. Как вы видите, тут уже вот видно скатов, вон они. Вот скат у нас близко. Да. Я тут только что где-то промелькнула медуза явно, да. Вон она красненькая, если видите. А также есть дельфины и акулы, которые плавают в воде. По крайней мере, я их видел до того, как начал снимать видео. Куда-то они уплыли. Похоже, стесняются сниматься. Ладно, забираемся. Тын-тын-тын-тын. Та-да! Пам-пам-пам-пам-пам. Ладно, начну рассказывать о животных. Самое первое и самое интересное животное в игре — это лошадь. Их можно приручать, давать им имя, как вы видите, съездить на них. А лошадей целых 8 видов. Сейчас быстренько пробегусь по видам. Первый вид — белая лошадь. Вот, она самая медленная, самая простая лошадь в игре. Далее коричневая, немного быстрее, чем белая. Далее черная, еще быстрее, но приручить ее намного труднее, чем казалось. Дальше единорог. Он очень высоко прыгает. Я вам даже сейчас это докажу. Стой на месте. Вот. Но спаун этого единорога аж 4%. И поэтому заспаунить такое животное, и поэтому встретить такое животное довольно трудно. Но это еще не все. Существует также Пегас. Первое летающее животное в этом моде. И последнее. Оно спаунится с вероятностью 1%. Это самое труднонаходимое животное. Но если вы его найдете, сможете приручить и приведете к себе домой без происшествий, то вы будете одним из самых везучих одним из самых везучих людей, которые играют с этим модом. Потому что вы сможете скрестить животных этих. Ну и, соответственно, получить новый вид жеребца, например, рабочую лошадь, которая будет таскать сундуки, или, например, адский пегас. Но тут нужно кошмара, чтобы адского пегаса сделать. Скрещивать их довольно легко. Нужно специальное место 4 на 4, огражденное забором. Туда вы приводите 2 лошадей разных видов, даете им поесть. Других лошадей, если они есть, убирайте, чтобы они не мешались. Аж 8 клеток от этого места.
Ну и все, и ждете. Вам жеребец получается, он вырастает, и получается совершенно разные жеребцы получается. Я не буду рассказывать про генотип, сами потом прочитайте на сайте. Ладно, приручить, кстати, яблоком. То есть вот так вот тыкайте правой кнопкой мыши и выбирайте имя. То есть, например, кот. Вот. Также потом специальное седло для лошади нужно сделать. Нужно там в середину поставить седло, а пониже блок железный. Не блок, точнее, а слиток. Но я и говорю, крафты вы можете посмотреть на сайте, который я скину под видео. Итак, белый медведь. Существо, которое, в общем-то, не агрессивное. Привет. Но при этом оно довольно сильное, если его заагрить. Дропает оно рыбу. Ничего в нем такого мега особенного нету. Кстати, это я, рептилия. Ну, скин рептилии не хочет выходить. Лисичка совершенно добрый моб. С нее дропается кожа. Ничего в ней особенного нету, просто разнообразит ваш мир. Далее лев. Вот это, конечно, точнее даже леопард. Сделать бы из тебя леопардовое пальто. Что может быть хуже? Леопарда можно... Ох ты, нифига, вы видели, да? Он меня ударил. Леопарда можно приручить с помощью рыбы или мяса. То есть кидайте ему рыбой или мясо. Кидайте ему рыбой или мясом. Да, я сегодня заплетаюсь. Давно не снимал. Дайте за хвост дерну. Дай за хвост дерну. Видишь, дернул за хвост, би-би-би. Значит, кидайте животному рыбу или мясо, оно съедает, и потом надевайте на него медальон и даете ему имя. Но медальон крафт вы можете тоже увидеть на сайте, я не буду заикаться, он довольно дорогой, но лев, леопард или пантера, которая там есть, вот тоже у меня в списке, это того стоит. Такое животное не такое уж и часто, да и приручить было бы круто. Бегает за вами, всех убивает. Это крыса. Но тут на самом деле я заспаунил большую крысу, она встречается в аду. Так крысы очень маленькие, но агрессивные и кусаются. Довольно плохо. А, кстати, большая крыса, она ничего тут вот в клетке ужаса и страха не представляет. А вот маленькая крыса может ползать по таким вот стенам. Она у меня все время вылезала из клетки, и поэтому я ничего с этим не мог сделать. Солнце падает. Это очень плохо. Я, не обижайтесь, воспользуюсь вот этой штучкой. Так. Далее. Пантера. Пантера, в общем-то, как и леопард, лев или кто-либо приручается. То есть тоже рыба или мясо, потом медальон и пантера ваша. Синие глазки. Как будто море. Ой, ох ты, видите, она меня тоже ударила. Вы, наверное, видите, что у меня произошел скачок. Это потому, что у меня кошка попросила, а точнее кот, попросил покушать. Как раз, когда я хотел завести разговор о... Вот это облом. Отсюда сбежали аж 2 животных. Вот я только сейчас заметил. Не буду больше их спаунить. Хотя, наверное... Да, я их уже, наверное, не найду. Может, они просто умерли от голода. Хотя, какой... Ладно, наплевать. Вот эта кошечка, это самый няшный моб в этой игре. Ее тоже можно приручить, правда, не яблоком, а рыбой. Когда вы ее приручите, вы можете сделать для нее специальный лоток, чтобы она туда какала. Потом кроватьку, потом сделать ее еду и кормить. Если вы живете около деревьев и даете ей полную свободу движения, то она будет забираться на деревья, а вам придется ее спасать оттуда. Вот такая вот киса. Но ухаживать за этой штукой довольно весело и интересно, поэтому это не может быть неинтересным. Вот. Такая логика у нас. Отсюда у нас сбежал скорпион. Скорпионы бывают 4 видов. Зеленые, желтые, красные и синие. Зеленые и желтые просто отравляют жертву, когда бьют. Синие, которые водятся в снежных биомах, они еще к тому же и замедляют, а красные вообще поджигают. Но красные водятся только в аду. Ну, ладно, вы смогли выбраться из моей тюрьмы, но коза тоже смогла выбраться из моей тюрьмы. Коза выглядит как коза. Уж извините, что они у меня выбрались отсюда, сфейлил. Они все время куда-то упрыгивают. Задолбали, если честно. Я, наверное, даже... Не, я не хочу.
Я знаете, что сделаю сейчас? Ага, а я и ничего и не делал. Почти. Это скорпион. Ну, короче, вот он, зеленый скорпион. Он всего лишь отравляет жертву. И все. Ну, это овца. Она, как вы видите, открывает рот, видно, бебекает. Ее тоже можно приручить. Маленькое предупреждение. Когда вы ее приручаете, вы ее можете приручить любой съедобной едой, типа торта, яблоко. Нет, яблоко, по-моему, не действует. Нет, все-таки действует. Лол. Овцу зовут Лол. Смеюсь до упаду. Или League of Legends. Значит, после приручения вы можете ее кормить, водить. А если сделаете специальную веревку, то вы ее привяжете к овце-то, и она будет все время следовать за вами. Но она съедает все, что можно. Не сейчас, но когда-то... Когда она вырастет, она начнет съедать все, что можно. Так вот, если вы боитесь, что вас убьют, и за вами бегает овца, овца, говорю, коза, козочка, то когда вы умрете, коза съест все ваши вещи. Алмазы, кирки, все съест. Поэтому осторожней с этим. Подождите, а я ее до этого не овцой случайно называл? Блин. Ладно, ну вы поняли, что это совсем не овца. Оговорился. Это боров. Это как свинья, но если вы близко к ней подойдете и ударите, то она... Посмотрите, как она пристально на меня смотрит. То она начнет... Он, боров же. Он начнет вас бить. Интересно, я смогу ее накормить? Я смогу его приручить? Нет, ничего не смогу. Это простой боров. Это черепашка. Очень няшное зверье. Если вы к ней подойдете близко, то она спрячется в панцире. Также ее можно перевернуть. Так она очень уязвима и быстро умирает. Так она неуязвима. Если вы ее приручите, а вы ее можете приручить арбузом или тростником, то она станет вашей, и вы можете носить ее на голове. Вот как круто. И она будет очень-очень медленно за вами ходить. Но лучше на голове поносить. Ну, это скат, я его уже показывал. Не знаю, почему я его сделал. По-моему, я просто слишком хотел показать ската. Ну, посмотрите, какой он огромный. На него, по-моему, если не ошибаюсь, можно сесть. Да, можно сесть, но он меня скинул со своей спины. У нас же в жизни такое каждый день случается. Такое, знаете, по морю плаваешь, на ската хочешь сесть, а он берет и сбрасывает тебя со своей спины. Тут сразу два животных. Это животное просто вылезти отсюда не может. Это олень. Олешек. Очень частое животное, но больше у нас его нет. Это обычный человек, как вы, наверное, подумали. Но на самом деле я не изверг, и обычного бы человека в клетку бы не запер. Этот человек, когда наступает ночь, начинает превращаться в оборотня. Ну и, конечно, этот оборотень начнет бить вас. Да. И снова скачок, и снова кот. Как же он меня задолбал. Почему именно сейчас? Итак, и этот, конечно, оборотень начнет на вас набрасываться, начнет вас кусать, и его убить довольно трудно. Дальше, крокодил. Привет, крокодил. Эй! Фу! Отпусти меня, урод! Фу, блин. Вот это значит подойти к крокодилу слишком близко. Это еле-еле его от себя отнес. Ну, я знал, что он схватит, но я думал, через клетку он этого сделать не сможет. Чё ты где, урод? Этого крокодила... Видите, он не спит на самом деле. Он в любой момент набросится на вас. Но если его убивать, то вы можете получить кожу у крокодилю и сделать такой же сет, как и у меня. Он, по-моему, как железный работает. Дальше утка. Что утка? Дропает яйца, из нее, похоже, выпадают другие утки. Ну и вот такие вот утки. И из них, по-моему, утиное мясо выпадает, если я не ошибаюсь. Это змея. Змей очень много в этом моде. Змей, как его? Появляется чуть ли не на каждом шагу. Я вот пока строил эту фигню, у меня этих змей штук 10 появилось. Это именно кобра, и она может довольно сильно вас отравить. Ой, шипит, да? Это волчок. Больно бьет. Ау. Он очень агрессивный, и у него очень большая голова. Да он сам по себе большой. Агрессивный появляется после первой ночи, и поэтому, если вы такого Ух ты. Наткнетесь, то лучше бежать как можно быстрее. Ну а это страус.
Страусик у нас, если в песке... Фу, блин, если в пустыне, то он может зарыться в песок головой. Это очень смешно, на самом деле. А это яичко, которое он сносит. Похоже, оттуда тоже страус выпадет. О, нет. Я думал, он только в песок так может. Ладно. Да, тоже очень знакомая ситуация. Знаете, идешь так по пустыне, а вдруг страуса видишь, и он, короче, в деревянный пол головой так ударяется. Ну что ж, я рассказал о основном количестве животных. Но на самом деле я не затронул один маленький вид. Для него я сделал специальное место. Ай, ау, ау, ау. Это я сейчас прошел под водой, и если что, меня укусила медуза. Ужалила, точнее. Это огр. Посмотрите на него. Довольно страшная штука. Она очень толстая, эта штука. И ау! И бьет довольно сильно. Поэтому, если такого встречаете, лучше сразу бежать. Таких огров бывает намного больше видов, чем один зеленый. Вроде бы синий это горный огр, пещерный точнее. О боже мой. Давай, бей медузу, бей. А второй водится в аду, если я не ошибаюсь, красный огр. Давай, бьем ее вместе. Огр. За вас он или против вас уже непонятно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А знаете, почему я все сделал из бедрока? Потому что он так ломает все. Вот, вы видели. Посмотрите, он в ярости, он сломал факел. Если бы я тут сделал все из песка, из земли, из какой-нибудь, он все разгромает к чертовой матери, и у вас все выпадет. Если огр придет к вашему дому и увидит вас, то вашего дома уже, считайте, нет. Ну, если вы не подготовлены. А если у вас там крутая броня и алмазный меч, это другое дело. Итак, что я могу сказать? Обо всех основных животных, по-моему, я вообще почти о всех рассказал. Хотя, не, по-моему, обо всех. Некоторые животные просто убегали. Но я думаю, что если я вам рассказал бы обо всех животных, обо всех их видах и где бы они спаунились, то это было бы уже совсем неинтересно. Mock Creatures мод, он сам по себе очень интересный и большой мод. Устанавливать его не так-то просто, конечно. Я сам очень много с ним морочился. Но я думаю, что у вас будет все хорошо. Я думаю, вам этот мод понравился. Кстати, я вам сделаю такой небольшое интересное предложение. Что именно? Я хочу, чтобы вы установили этот мод и поиграли в нем и попробовали найти Пегаса. Если вы сможете найти Пегаса, у которого спаун 1%, напишите мне под видео, а я скажу в следующем видео, что вы молодец. Вот так вот. Ну что ж, я думаю, на этом можно закончить. Вполне интересно. Так что устанавливайте этот мод, играйте. Ну и чё, и удачи вам. С вами был Рик и канал Madness Crew Game. Чё, не знаю, что сказать. Все, пока-пока.